Здравствуйте! Сегодня мы сделали наш ролик о действительно народном артисте Великобритании, Соединенных Штатов, всей англоязычной публики, не только англоязычной, у нас его очень любят. Речь идет о маэстро песни, настоящем и рокере, и попсовике, и балладнике, все что угодно, на любой вкус. Прошу любить и жаловать Род Стюарт. Род Стюарт простого происхождения, хотя многие его зачисляют чуть ли не в элиту британского общества, но если брать о состоянии его сегодняшнего капитала, на свои 76 лет он действительно элита. Его состояние оценивается на сегодня в 200 миллионов фунтов стерлингов. Он входит в десятку самых богатых людей Англии, которые связаны с музыкой, подчеркиваю. И поэтому, как говорится, на старость он заработал. Давайте разберемся, в чем причина его народности, а это действительно не каламбур. Это, если брать нашу специфику, уровень Аллы Пугачевой, Софии Ротару и же с ними. То есть любим всеми. Рожден он был 10 января 1945 года в Лондоне. Отец строитель, который приехал из Шотландии в Лондон. Легче было найти работу. Мать англичанка. Но род всегда себя позиционировал больше в Шотландии, хотя и, давайте скажем честно, когда было удобно, так себя и позиционировал. Ну вот, например, его интересные пристрастия футбольные. Он болел за Манчестер Юнайтед. Отец болел за клуб Хайберниан, это шотландский клуб. Потом вдруг Род Стюарт стал фанатом Селтика шотландского, симпатизировал все время. И поэтому сложно понимать эти вещи, сложно. Но он объяснял, например, моя любовь к Манчестер Юнайтед это из-за того, что там играли великие шотландские игроки, например, Деннис Лоу. То есть парень смекалистый. И с детства проявлял он музыкальные способности и навыки. Мы уже к этому привыкли. Все началось с простого подпевания радио, потом акустическая гитара. Вы знаете, удивляешься тому, что насколько стандартный вариант входа в шоу-бизнес большинства выдающихся исполнителей. Вы вспомните наши ролики, и действительно есть определенная закономерность в этом развитии. Потом, конечно, пошло увлечение рок-н-роллом, началась волна Элвиса Пресли, Бадди Холли, Билла Хейли, Литл Ричарда. Все это Джерри Льюиса обожал, маленький Род подростком. Но у него определился еще один момент интересный. Он любил еще с детства музыку чернокожего населения Америки. Помимо блюза, соул, что было не очень характерно. Вот, например, он обожал Отиса Рейдинга. И тут проводится параллель со Стивом Мариотом. Помните, у нас был о нем ролик, выдающийся тоже английский вокалист и гитарист. Так вот, у них очень много пересечений в судьбах. Род Стюарт тоже примкнул к движению модов. О модах мы рассказывали. Это такие английские подростки, которые, в общем-то, обожали рок-н-ролл, но одевались, в отличие от рокеров, в пиджаки, галстуки и гоняли не на мотоциклах, а на мопедах, предпочитая позже итальянские дорогущие костюмы. Так вот, Род Стюарт отличался изысканным вкусом. Его с детства называли Дэнди. И дали ему прозвище Род the Mod. И вот эта его прическа, которую он даже сейчас, в 76 лет, вот вы обратите внимание, у него такая обычно копна волос, он ее с юности носил, как сейчас вспоминал, мазал сахарной пудрой, чтобы они крепились с водой, смешивал волосы, что называется, стояли. И вот этот его стиль сохранил он всю жизнь, ну, с небольшими видоизменениями. Но самое главное, что он пел здорово. Его охватило пристрастие к левому движению, он поддерживал выступления
людей против ядерного вооружения в начале 60-х годов, симпатизировал левым, обожал Боба Дилана, но давайте скажем откровенно, он признался честно, что в основном он ходил на демонстрации для того, чтобы с девушками знакомиться. Потом с ними было легче делать то, что ему надо было делать в юношеском возрасте. Очень, говорит, был контакт на этот момент вхождения в демонстрации. Легко знакомились, там все были фанатки своего дела. И он понимал, о чем говорил. И знал, что делал. После этого он фактически был у истоков легендарной английской группы The Kings. Попел там немножко, когда она еще и называлась Kings. Потом сотрудничал и с Питером Грином, выдающимся блюзовым гитаристом, вам известным, и с Миком Флитвудом из Флитвуд Мэк. Это были такие локальные группы, которые, в общем-то, были основой вокального мастерства в будущем Рода Стюарта. Это была хорошая, огромная школа. И тут, как говорится, по легенде, одной из легенд, сыграл дело его величества случай. Он как-то стоял на остановке, в ожидании, даже не на остановке, а на вокзале в ожидании электрички, и поигрывал на губной гармошке. Тут его случайно услышал некий Джон Лонг Болдри. А Болдри, несмотря на свою юность, молодость, 21 год, уже считался таким маститым английским блюзменом, который, в общем-то, услышал игру Рода Стюарта на губной гармошке и предложил ему войти в состав своей группы. С окладом, подчеркиваю, 35 фунтов стерлингов в неделю. Вы скажете, мало. Господа, немало. Рассказываю. Деньги тоже подвластны инфляции, в том числе и фунты. И покупательная способность фунта тогда, в 60-х годах, в середине, была совершенно другая. К примеру, контракт футболиста. Кстати, Род Стюарт тоже ходил, подписывался на футболиста. Он здорово играл с детства в футбол. В команду Брэдфорд, это 3-я лига английская. Значит, там контракт ему предлагали 10 фунтов стерлингов в неделю. Это футболист. Подчеркиваю. Средней руки английский журналист получал на руки порядка 21 фунта стерлинга в неделю. То есть эти 35 делали молодого рода уже более-менее обеспеченным человеком. Худо-бедно уже он на социальной лестнице приподнялся. Поэтому у Болдри поиграл, и его заприметил маэстро Джефф Бек. А Джефф Бек, я вам скажу, это один из самых выдающихся гитаристов современности. Просто в силу обстоятельств он не превознесен, так как Джимми Хендрикс, Джимми Пейдж, Ричи Блэкмор. Он где-то всегда, Джефф Бек, был в сторонке. Но даже самые его закоренелые противники признают то, что он маэстро с большой буквы. И вот Джефф Бек пригласил Рода Стюарта, заметив его сумасшедшие вокальные данные, в свою группу, которая так и называлась Джефф Бек Групп. Вышедший в 1968 году альбом «Трас, правда», так и называется, в общем-то, поразил публику, особенно за океаном, в Соединенных Штатах. Пластинка эта пошла на ура, группа сделала супер успешные гастроли, и я вам очень рекомендую послушать эту пластинку. Даже ради того, чтобы понять, откуда берутся такие титаны рока, как Led Zeppelin. Мало того, даже вам скажу, что у Джеффа Бека и у Рода Стюарта одно время была обида на Led Zeppelin. Они утверждали, и подчеркиваю, не без оснований, то, что фактически Led Zeppelin взяли все от Jeff Beck Group и просто благодаря менеджеру своему талантливейшему, мы о нем говорили, Питеру Гранту, сумели заключить огромнейшие супервыгодные контракты и сделали себя звездами на материале чужом. Ну, это одно из утверждений. Но я скажу свое личное мнение. Конечно, в этом определенная доля правды есть. Но нельзя все списывать, еще раз подчеркну, на его величество случай. Хотя он немаловажен. Второй альбом этой группы называется Back Ola, вышедший
на следующий год тоже, в общем-то, прошел на ура, но Джефф Бек заортачился. Род Стюарт вспоминал, что он фактически с ним даже не общался, находясь в группе. Отводили друг от друга глаза. Но тут же добавлял, что все, что он мне дал, сыграло самую решающую роль в моем становлении как музыканта, как певца, как выдающегося вокалиста. Поэтому Джефф Бек для него всегда был примером для подражания. Своим отношением к музыке, общей культуре и всего остального. Род Стюарт, подчеркиваю, именно народный артист, он нравится всем. После Джефф Бек группы он попел в группе Faces, замечательная группа, которая выпустила несколько альбомов, были хитовые, параллельно начал сольную карьеру. Все его сольники напичканы хитами. Поэтому для знакомства с его творчеством Рода Стюарта рекомендую вам, если не хотите сильно погружаться, взять любой The Best of Rod Stewart сборник или Essential Rod Stewart, там есть подборки различные, и посмотреть его. Там сборники прекрасные. Но кто более погружен в музыку и не слышал Джефф Бек групп, конечно, в первую очередь бросайтесь туда. После этого Рода качало, он уходил и чуть ли не в попсу его обвиняли, но тем не менее. Он даже занесен в книгу рекордов Гиннесса, как человек, проведший самый большой концерт на открытом воздухе. 3,5 миллиона человек собралось на этот концерт. Это в Бразилии, в Рио-де-Жанейро, на пляже Копакабана известном. 3,5 миллиона слушателей. Это официальная цифра. Живого концерта. Можете себе представить. Поэтому жизнь его всегда была насыщенная. И у него, знаете, Чак Берри, выдающийся рок-н-ролльщик афроамериканский, говорил, что никогда бы не поверил, что это поет белый человек. Вот этот, знаете, его тембр, хрипотца, подача на сцене, действительно, вот все найдут что-то там. Все. Вроде Стюарте. Народный артист, которого и женщины страшно любят. У него 8 детей от 5 женщин. То есть, он активный везде. И поэтому он всегда, даже сейчас в старости, говорит, я умею делать всего 2 вещи. Это петь и играть в футбол. Вот это его любимое выражение. Да, я же говорил, что он чуть ли не волей случая не стал профессиональным футболистом, но навыки остались, даже дряхлым он набивает, будь здоров. Поэтому я вам говорю, обратите на него внимание. Я, например, каюсь, тоже его иногда слушаю редко. Но когда слушаю, как-то даже тонус поднимается, настроение и так далее, несмотря на все эти каки, сопровождающие нашу сегодняшнюю жизнь. Род Стюарт привилегированный, у него есть еще интереснейшее увлечение, он огромный специалист, будете смеяться, по железным дорогам, макетам, детские вот эти. У него самая большая коллекция, одни из самых лучших вообще железных дорог собранных. И он гордится этим. Плюс, я говорил, президент многих футбольных клубов разных лиг, уважаемый человек общества, бывший на аудиенции у самых высших английских лиц. Элита, фактически. Вот вам пример для подражания. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, и мы все присоединяемся к легендарному вокалисту. Слушайте его, наслаждайтесь. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.